Океан на сегодняшний день изучен лишь на 2, максимум 5%. В его почти неизведанных глубинах обитают настолько фантастические и необычные виды, что в их существование порой трудно поверить. Кто-то из них редок в силу особенностей размножения и обитания, а кто-то из-за человека, уже достаточно навредившего им. И сегодня мы расскажем о 10 самых редких обитателях океана. Увлекательного просмотра! Номер 1. И на первом месте у нас нарвал. Эти уникальные животные представляют собой своеобразного крупного дельфина, но главная его особенность – длинный, достигающий 3 метров, огромный рог, из-за чего они сильно напоминают единорогов, хотя на самом деле это один из 2 верхних зубов, перерастающий в бивень. Правый у них попросту не развивается. Сегодня эти животные достигают длины 4,5 метров, хотя в старину могли достигать и 6. Обитают эти сказочные создания в холодных арктических водах. В Средневековье из-за так называемого рога, который, как полагалось, обладает магической силой, нарвалов уничтожали в огромных количествах. Да и сегодня необычный бивень может стать причиной их истребления. Ко всему прочему, нарвалы – одни из самых уязвимых к изменению климата, а также загрязнению окружающей среды морских млекопитающих Арктики. Он занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России. На сегодняшний день общая численность этого вида составляет около 80 тысяч особей. Номер 2. Гигантская большеротая акула. На первый взгляд кажется, что это очень грозная и хищная акула, но на самом деле она питается планктоном. Наиболее заметным внешним признаком, которому большеротая акула обязана своим именем, является крупная округлая голова с коротким носом и огромной пастью. По длине она может быть даже сопоставима с туловищем. Ее рыло очень короткое и приплюснутое. Также эта красавица имеет большие глаза. Самым крупным измеренным экземпляром была самка из Японии, величиной в 5 метров и 70 сантиметров, запутавшаяся в сетях. В 2015 году было обнаружено всего 102 особи, из которых лишь немногих удалось научно исследовать. Минимальная глубина, на которой ее можно встретить, 1500 метров. Со времени открытия этой глубоководной акулы в 1976 году она остается единственным известным видом своего семейства. Номер 3. Морская оса. Эта удивительная и невероятно редкая медуза обитает у берегов Австралии и Индонезии. Морская оса знаменита своей способностью наносить ожоги. Щупальца животного сплошь покрыты стрекательными клетками, которые содержат один из самых сильных ядов на планете. Ожоги этой медузы вызывают мучительную боль, а силы токсина достаточно, чтобы убить 60 человек за 3 минуты. Как полагают, за последние 100 лет ее ожогами были вызваны до 100 смертей. Также предполагается, что это самая ядовитая и самая опасная медуза в Мировом океане, а возможно и самое опасное животное во всем мире. Противоядия от их яда нет, но при этом обработка ожога спиртом может очень хорошо помочь. Номер 4. Осьминог Дамбо. Это один из редчайших и одновременно странных осьминогов в мире. Он обитает на глубине от 3 до 7 километров и обладает уникальными механизмами, позволяющими ему выживать в таких крайне непростых условиях. Так, студенистое тело защищает его от большого давления, гигантские глаза позволяют уловить мельчайший свет в подводной темноте, а развитые уши и щупальца обеспечивают высокую скорость – до 35 км в час. Обычная особь может достигать 2 метров в длину и весить 6 кг. Дамбо питается многощетинковыми червями, разнообразными ракообразными и моллюсками. При этом свою добычу он поглощает целиком, тогда как его сородичам приходится ее измельчать. Номер 5. Краб Йети. Впервые эти создания, внешность которых напоминает йети, были обнаружены в 2005 году на глубине в районе гидротермальных источников возле острова Пасхи. Единственный выловленный к настоящему моменту экземпляр был поднят с глубины 2200 метров. Как и другие обитатели таких глубин, он является слепым. Их тело покрыто многочисленными перистыми щетинками, создающими впечатление, что рак покрыт мехом. Длина их тела составляет всего лишь 15 сантиметров. Местом для проживания крабам выбирается такая глубина океана,
куда не проникает солнечный свет. Кроме того, они стараются поселиться недалеко от источников, вырабатывающих токсичные газы. Главная особенность его поведения – это беспрерывное и ритмичное размахивание клешнями то вправо, то влево. Как предполагают ученые, это способ собрать в свои клешни бактерии, необходимые для их жизнедеятельности. К счастью, хоть они и считаются самыми редкими крабами, их численность составляет примерно 150 тысяч. Номер 6. Рыба латимерия. До середины 20 века эти рыбы считались вымершими 65 миллионов лет назад. Первый экземпляр был пойман лишь в 1938 году. Эти рыбы могут вырастать в длину до 190 сантиметров и весить до 90 килограмм, а также они имеют темно-синий окрас. Официальными ареалами их обитания являются побережье Мозамбика и Мадагаскара. Латимерии – это хищные рыбы с очень развитой и сложной репродуктивной системой, так как являются яйцеживородящими. Хотя в силу редкости вида их размножение изучено еще не до конца. Предполагается, что беременность самки длится 13 месяцев. Рожают они раз в несколько лет, что значительно усложняет рост их популяции. Почему все вышеуказанные данные неточны? Просто на сегодняшний день количество этих рыб оценивается всего лишь в 400 особей и насчитывает 2 вида. Номер 6. Трубкорыл орликин. Перед вами рыба-призрак. В основном эти создания живут на глубине от 2 до 12 метров, недалеко от водорослей и кораллов. Это помогает им при опасной ситуации моментально слиться с местностью, сменив свой окрас. Этот морской житель способен вырастать до 15 сантиметров в длину, но чаще всего его трудно заметить, так как размеры большинства этих рыб не более 6 сантиметров. Трубкорылы питаются планктоном и мелкими беспозвоночными, всасывая любых особей, подходящих по размеру. На сегодняшний день этот вид морских обитателей малоизучен и представляет огромный интерес для ученых всего мира. Основной ареал их обитания – тропические и субтропические воды Индийского и Тихого океанов. Номер 7. Японский кит. Этот гигант может достигать длины 19 метров и весить до 80 тонн. Как и у всех гладких китов, у него отсутствует спинной плавник. Довольно интересная деталь этого вида – белое пятно в нижней части живота, по размеру и форме совершенно индивидуальное у каждой особи. Это медленные, но элегантные пловцы, которые часто выпрыгивают из воды. В XIX веке были истреблены почти все особи единственного вида. Ситуация ухудшается тем, что его самок крайне маленькая рождаемость. Малыш рождается раз в 4 года у берегов Японии. Номер 8. Калифорнийская морская свинья. Это самое маленькое морское млекопитающее, ведь длина его тела составляет не более 145 сантиметров. Обитает он исключительно в мелководных лагунах северной части Калифорнийского залива. По оценкам ученых, всего в дикой природе осталось от 100 до 300 особей этого вида. Сегодня численность калифорнийской свиньи продолжает снижаться, и это объясняется прежде всего тем, что животные очень часто попадают в жаберные сети, которые выставляют вдоль берега. По статистике, рыболовные сети являются причиной примерно 40 смертей этих животных в год. Ученые предполагают, что лишь полный запрет на использование рыболовных сетей в местах обитания этих животных поможет сохранить редкий вид. Номер 9. Финвал. Финвалы – одни из самых быстрых китов. Они развивают скорость до 50 км в час. Кроме того, они ныряют глубже других китов – до 500 метров. В длину они достигают 22 метров, а живут более 90 лет. Добывать их может только коренное население Гренландии, получая квоту на 19 особей ежегодно. Численность финвалов в Северной Пацифике в настоящее время оценивается приблизительно в 16 тысяч особей. В России эти киты встречаются в Беринговом и во всех дальневосточных морях. Также они занесены в Красную книгу Российской Федерации. Номер 10. Южные гладкие киты. Североатлантические и японские гладкие киты являются одними из самых редких китов в мире. Так, численность североатлантических гладких китов составляет примерно 300 особей, а японских гладких китов – около 500 особей. Из-за относительно медленного передвижения, склонности плавать недалеко от побережий и высокого содержания подкожного жира, южные киты в прошлом были одной из самых желанных добыч китобоев. А сегодня, несмотря на то, что китобойный промысел запрещен в большинстве стран, человек до сих пор остается самой большой угрозой этих видов. По мнению ученых, одна из основных причин сокращения численности южных китов заключается в том, что их часто смертельно ранят суда. И, кроме того, южные киты, как и другие
другие китообразные нередко запутываются в рыболовных снастях. 3 вида китов, относящихся к этому роду, обитают в различных регионах земного шара и занесены в Международную Красную книгу. Каждое из этих животных занимает свое особое место в пищевой цепи и экосистеме. Их исчезновение может привести к непоправимым последствиям. Так что, народ, давайте беречь ту среду, из которой мы сами когда-то появились, а также ее современных, удивительных и таинственных обитателей.